Став свидетельницей нежных отношений между своим сыном Питером и его младшей сестрой, Селена была тронута до слез. К счастью, она запечатлела этот трогательный момент на видео, что позволило ей поделиться трогательной сценой, происходящей между ее детьми с другими людьми по всему миру. Селена, 27-летняя мать, проживающая в Нью-Йорке, проводит свои дни, занимаясь домашними делами и заботясь о своей семье. Она получает огромное удовольствие от своей роли матери Питера, энергичного и обаятельного мальчика. По вечерам отец Питера, несмотря на свою усталость от дневной работы, всегда находит время, чтобы заняться с ним и поиграть. Однако Питер с его неиссякаемой энергией, похоже, ищет еще большего общения. Он часто говорит о своей тоске по брату или сестре, выражая свое чувство одиночества как единственного ребенка. «Я бы хотел, чтобы у меня был брат или сестра, с которыми я мог бы играть, чтобы мне не было так скучно и одиноко», часто говорит Питер своим родителям, выражая свою тоску по товарищу по играм и компаньону в семье. Затем, по неожиданному стечению обстоятельств, Селена узнает, что ждет еще одного ребенка. После прохождения нескольких тестов утверждение нового члена семьи приносит огромное счастье в их дом. Волнение Питера превосходит всеобщее, поскольку он с нетерпением ожидает появления брата или сестры, чтобы наполнить свои дни общим смехом и играми. Впоследствии семья организует праздничное мероприятие, чтобы поприветствовать будущего малыша и сообщить его пол. Это событие обещает стать особенным для Питера, знаменуя собой важную веху на его пути от единственного ребенка к тому, чтобы стать старшим братом. Детский праздник прошел в их уютном нью-йоркском доме, который был оформлен в яркой тематике джунглей, дополнен пышной зеленью и украшен животными, что создало атмосферу приключений и оживления. Близкие собрались вместе, вручили подарки и передали свои наилучшие пожелания Селене и малышке, которая, как ожидалось, скоро присоединится к семье. Атмосфера была напряженной, особенно для Питера, который сгорал от нетерпения узнать, появится ли у него новый брат или сестра, с которыми он мог бы поделиться своими открытиями. Для демонстрации Пола Селена и ее муж придумали запоминающийся и оригинальный момент. Они выбрали большой воздушный шар, наполненный разноцветным конфетти, голубым для мальчика и розовым для девочки. Когда все собрались в предвкушении, выбор пал на Питера, который должен был взорвать воздушный шар. Когда он это сделал, из него посыпалось розовое конфетти, возвещая о том, что у Питера скоро родится младшая сестренка. Зал взорвался от радости, но ярче всех сиял восторг Питера. Он танцевал среди падающего конфетти, вне себя от радости при виде сестры, с которой ему предстояло вскоре встретиться. Гости разделили семейное счастье, участвуя в празднике, наполненном смехом, играми и искренними разговорами о будущем. Селена и ее муж были переполнены благодарностью, окружены любимыми людьми и радостью от того, что их семья растет. Этот детский вечер и гендерное шоу были посвящены празднованию новой жизни и укреплению семейных и дружеских уз, чтобы этот день запомнился на долгие годы. С течением времени желание Питера познакомиться со своей младшей сестрой росло. Каждый день он спрашивал Селену, когда приедет моя сестра. Его представление о времени было типичным для маленького ребенка, которому даже день кажется бесконечным. Селена объяснила, что его сестра приедет в нужное время, но Питеру ожидание еще нескольких месяцев показалось вечностью. Селена чувствовала, что важно объяснить Питеру, что у него скоро появится маленькая сестренка. Но скоро не означало сразу после того. Как Селена вернется с ребенком из больницы, Питеру нужно было понять, что пройдет некоторое время, прежде чем его сестра сможет активно играть с ним. Селена заверила его, что они всегда будут рядом. Несмотря на объяснения, волнение Питера возрастало каждый раз, когда его отец входил в дверь, он почти ожидал, что сестра будет рядом с ним. С тех пор, как Питер узнал, что у него будет сестра, он живо представлял себе, как они будут вместе играть, качаться на качелях,
бегать и обмениваться историями. Его воображение было наполнено сценами товарищества с долгожданным братом или сестрой. Однако, когда ребенок наконец появился на свет, она была всего лишь маленьким плачущим младенцем, который не мог взаимодействовать с ним так, как он ожидал. Более того, его родители были чрезвычайно нежны с ней, что укрепило его в мысли о том, что его сестра все еще слишком хрупкая для бурных игр, которые он себе представлял. Время от времени Питеру разрешалось подержать бутылочку, чтобы помочь Селене покормить его младшую сестренку. Несмотря на свое стремление к более активным занятиям, Питер был достаточно наблюдателен, чтобы замечать ее маленькие, но важные успехи. День ото дня его сестренка становилась сильнее, и вскоре она уже могла сидеть без посторонней помощи. Питер испытывал чувство гордости и зрелости, стремясь взять на себя больше обязанностей по уходу за ней. Хотя Селена всегда была рядом, чтобы следить за их общением и предотвращать любые несчастные случаи, его сестра все еще была хрупкой, в основном плакала и полагалась на Селену в вопросах питания. С Питером Селена была чрезвычайно бдительна, хотя и понимала, что не сможет полностью защитить его от неизбежных мелких падений и царапин. Становление матерью в первый раз было для нее путешествием, полным осторожных шагов. С появлением второго ребенка ее беспокойство несколько уменьшилось, но она все же была не совсем готова оставить своего малыша на попечение восторженного сына. Тем не менее, Селена испытывала огромную радость, наблюдая за развитием отношений между Питером и его сестрой. Наблюдать за тем, как Питер пытается заботиться о своей сестре, было трогательно и забавно. Селена часто ловила себя на том, что мечтает о том, чтобы у нее под рукой был фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти очаровательные взаимодействия. Каждый раз, когда Селена пыталась запечатлеть на камеру общение Питера с его младшей сестрой, ей казалось, что необычность этих моментов исчезнет к тому времени, как она подготовит камеру. И все же наблюдение за крепнущей связью между Питером и его сестрой доставляло ей огромную радость. Поначалу у Селены были опасения по поводу того, как трехлетний Питер, привыкший быть в центре внимания, приспособится к присутствию новой сестры. Будучи первым внуком в семье с обеих сторон, Питер всегда наслаждался безраздельной любовью и вниманием своих бабушки и дедушки. Семья была в восторге от нового пополнения, но опасалась, что Питер может испытывать ревность или пренебрежение в связи с появлением у него сестры. Они тщательно подготовили Питера, подчеркнув его важную роль в жизни сестры, позаботившись о том, чтобы он чувствовал себя вовлеченным и ценимым. Эти усилия были направлены на то, чтобы укрепить здоровые братско-сестринские отношения и убедить Питера в том, что, несмотря на перемены, его значимость в семье остается неизменной. Семья постаралась подчеркнуть новый статус Питера как старшего брата, подчеркнув его обязанности наставника и защитника. Он с энтузиазмом отнесся к этой роли. Селена часто замечала, что Питер внимательно стоит у кроватки своей сестры, наблюдая за ее сном. Когда Питера спрашивали, что он делает, он искренне отвечал, что следит за тем, чтобы его сестре снились сладкие сны. Иногда, прячась за углом, Селена слышала обрывки задушевных бесед Питера с сестрой. Он делился с ней своими большими мечтами, рассказывал о будущих походах в парк, где они могли бы бегать свободно, без ограничений. Он взволнованно убеждал ее поскорее повзрослеть, чтобы они могли начать свои приключения и наслаждаться временем, проведенным вместе, как товарищи по играм. Эти случаи были четким отражением крепкой связи, возникшей между ними, подпитываемой искренней приверженностью Питера своей роли заботливого и защищающего старшего брата. Когда его сестра начала самостоятельно сидеть, их общение стало еще более радостным. Питер с его яркой и обаятельной личностью умел по-особому привлекать внимание сестры. Всякий раз, когда он входил в комнату, ее глаза мгновенно находили его, сияя от волнения и ожидания. Одним из талантов Питера было умение корчить смешные рожицы, что очень нравилось его сестре. Именно эти забавные выражения позволили Селене услышать первые смешки ее дочери,
что стало трогательной вехой. Питер мог часами развлекать сестру своими игривыми выходками. Он был мастером устраивать множество кукольных представлений, придумывая сказки из своих мягких игрушек, а его сестра с удивлением и смехом наблюдала за ней. Иногда он затевал игру в прятки, прячась за мебелью и появляясь снова под восторженные возгласы сестры. В другое время он танцевал по комнате, выделывая глупые преувеличенные движения, а его сестра наблюдала за ним, хлопая в ладоши и пытаясь подражать ему со своего места на полу. Эти моменты были больше, чем просто игра между братом и сестрой, они стали основой глубоких и прочных отношений, во главе которых стоял Питер как брат, преисполненный любви, творчества и особой способности наполнять мир своей сестры счастьем. Когда ее дочери было около 7 месяцев, Селена решила, что настало подходящее время снять своих детей вместе. Сначала, когда брат и сестра сидели бок о бок, царила тишина, но вскоре развернулась трогательная сцена. Питер, старший брат, протянул руки в жесте любви. Его сестра, почувствовав тепло, прильнула к нему, просунув свои маленькие ручки между собой и братом. Они замерли в нежном объятии, запечатлевая нежный момент. Через некоторое время сестра медленно удалилась, оставив на видео незабываемый образ братской привязанности. Пока Питер оживленно беседовал со своей сестрой, поддерживая зрительный контакт, она повторяла его действия, создавая диалог, который, казалось, был их собственным особым языком. Хотя их первоначальная близость закончилась, Питер не был готов позволить этой связи ослабнуть. Нежными словами он подбодрил сестру вернуться и обнять ее еще раз. Она слегка отодвинулась, так что ей потребовалось небольшое усилие, чтобы преодолеть разрыв. Подпрыгнув, как это делают дети, она вернулась в объятия Питера для еще одного теплого объятия, вызвав радость у них обоих. Этот обмен репликами превратился в игривый ритуал. Питер понял силу позитивных слов, похвалив свою сестру, когда она подошла, чтобы еще раз обнять ее. Даже когда она начала отходить, он был рядом и, мягко похлопывая ее по спине, подбадривал ее. Эта сцена была невероятно трогательной для Селены, у которой была возможность понаблюдать за уникальными отношениями своих детей, запечатлев это трогательное взаимодействие на видео. Как и любая мать, Селена мечтала о том, чтобы ее дети сблизились, и это укрепление связи принесло ей глубокое удовлетворение. Она не просто наблюдала за их любовью, теперь она могла разделить этот трогательный момент со своим мужем. Она также решила опубликовать видео в интернете, чтобы другие могли увидеть подлинную связь между Питером и его сестрой, распространяя радость и любовь этого семейного момента на более широкую аудиторию. В конце концов, Селена была ошеломлена потоком откликов. Она понимала, что запечатленный момент имеет личное значение, но не была уверена, найдет ли он такой же отклик у других. Удивительно, но видео глубоко тронуло зрителей. Искренний диалог между Питером и его сестрой задел многих за живое, заставив их поделиться видео с друзьями и семьей. Подлинная связь брата и сестры преодолела цифровой барьер, вызвав у зрителей теплые чувства родства. На первый взгляд, видео Селены может показаться просто еще одним днем из жизни двух родных брата и сестры. Однако именно это взаимодействие оказало глубокое влияние. Возможно, зрителей покорила неподдельная привязанность между Питером и его сестрой, а может быть, это задело за живое, потому что отражало всеобщее стремление к любви, принятию и признанию. Независимо от того, почему это вызвало такой глубокий отклик, реакция высветила важную истину: наиболее значимые переживания часто возникают из самых простых моментов. Вас тронули теплые отношения между братом и его младшей сестрой. Что вы думаете о фразе «кровь гуще воды»? Мы ценим вашу точку зрения и призываем вас высказать свое мнение в комментариях ниже.